Destination is Kamakura JO7. В 9 часов утра мы выехали из Токио, приехали в Камакуру. Час на поезде у нас дорога заняла и 15 минут еще на маленьком поезде. И в 10:45 мы уже сдали свои вещи в гостиницу. Номер не готов, будет готов в 2 часа или в 3 часа. Вот, но мы идем позавтракать. Едем сейчас опять на поезд. И в Камакуру хорошее кафе позавтракать. Ну вот от гостиницы бы прошли совсем немного. Здесь у нас станция. И здесь мы сядем на маленький поезд, Petit Train. Вернемся в Камакуру, в центр города, чтобы позавтракать. Зашли в булочную. Я вам со второго этажа сниму. Выбираешь себе, что хочешь. Всякие бутербродики, круассанчики. Платишь. Заказали чай, и сейчас нам принесут на второй этаж. Вот это специально для одежды. Положите ли сумку сюда. Вот так. Татами. Я хочу вам показать туалет в этом старом доме. По такой лестнице сейчас спущусь. Этот дом не знаю какого века. Старые-старые окна. И посмотрите. Так. Икебана. И смотрите дальше. Японский туалет. Со всеми кнопочками. Все как положено. В старинном здании 18 века. А теперь на второй этаж. Наш завтрак. Бон аппетит. Или по-японски итадакимас. В Камакуре очень сложно подключиться к интернету, поэтому мы зашли вот в этот ресторанчик. Сейчас нам сделают сок, и пока мы ждем сок, мы подключились к интернету, чтобы нам навигатор, по крайней мере, настроить на дальнейшую дорогу. Такой сок 750 йен, 4,60 стоит всего лишь. Так что сейчас выгодно приезжать в Японию с евро, потому что йен очень сильно упала. И выходит все намного дешевле, еда, особенно соки, чем в Париже, чем во Франции. Мы не ходим по обычным туристическим тропам. Идем сейчас в гостиницу новой дорогой. И так вкусно пахнет булками. И что здесь написано? Boulangerie bébé. Булочная бебе для детишек. Булки вкусные. Пахнет очень вкусно. Вот такие интересные вещи находишь. Наконец мы нашли урны и смогли выбросить мусор. Пластик куда нужно выбросить? Вот сюда. Очень хорошие дома. Причем такие, видно, что люди зажиточные проживают. Потом от Токио уже недалеко совсем. Так что Камакура очень приятное место для жизни. Выпила сок. Не знаю, что было в этом соке, какие овощи. Но буквально через 15 минут вся усталость прошла. Открылось второе дыхание. И можно продолжать нашу прогулку. Вот такое дерево. И там памятники на кладбище. А впереди у нас Тихий океан. Тихий океан. Но жалко, что сейчас все в тумане. И Фудзи-сан не видно. Но, в принципе, отсюда отличный вид на знаменитую гору. И машины под балкончиком с видом на океан. А здесь уже побогаче. Закрытый паркинг. И смотрите, как красиво, как красиво. Машина, здесь пробка, ремонтирует дорогу. Наконец-то мы дошли до нашей гостиницы. Где она? Это орел. О. Если нам повезет, то, может быть, мы увидим Фудзи-сан. Японцы говорят Фудзи-сан. И потом в онсен пойдем, который здесь рядом находится. Ты входишь в гостиницу, оставляешь зонтик. Гостиница находится на холме, лифт идет вот таким образом. Надеюсь, что наш номер уже готов. Сейчас 2 часа, обычно это с 3 часов, но может быть чуть пораньше. В гостинице это есть ресторан французский, называется Le Trianon. Вот такой номер. Самое главное у нас вот что.
Эта комната выходит на море. Ну, сейчас прямо солнце, план солей. Такой замечательный вид из нашего окна, из нашего балкона. Фудзи-сан должна быть вот там с правой стороны, но сейчас туман, может быть, вечером будет видно. Ванная с шампунями, туалет с кнопками японский и лавабо. После обеда мы поработали в гостинице и теперь пойдем сначала в чайный салон, полюбуемся сейчас закатом, а потом пойдем в онсен. Посмотрите, какой замечательный закат солнца. И вот видно уже Фудзи-сан. Японцы говорят Фудзи-сан, а не Фудзи-яма. Фудзи-сан у меня особые воспоминания, потому что 15 лет тому назад, в августе месяце, мы с друзьями поднимались на эту гору, и высота 3776 метров. Мы там переночевали и утром встречали рассвет. Необыкновенно. Это просто необыкновенно было. И посмотрите, этот изумительный закат, эта красота. А теперь в онсен. А это вот онсен, куда мы сейчас пойдем в онсен с видом на океан. После онсен разыгрался аппетит, разгорелся аппетит, тунец. Настоящий тунец, ребята, очень вкусный. Это вход в онсен, здесь и онсен, то есть баня с термальными источниками, и ресторан, где мы пообедали. Вечер в Камакуре, возвращаемся в нашу гостиницу. И посмотрите, как симпатично украшен частный дом. Снеговик нам улыбается. Какой красивый завтрак. Приготовили мне капельный кофе. Здесь мы позавтракали. Если вы будете в Камакуре, прямо на центральной улице очень хорошее кафе. Здесь можно и позавтракать, и пообедать. Вот это и есть центральная улица Камакуры. Мы сейчас идем к главному храму. Корни этого дерева уже настоящее произведение искусства. Несколько метров мы не дошли до главного храма. Свернем сейчас на другую улицу. Утро, рано, и еще нет толп туристов. Когда вы из Токио приезжаете в Камакуру, вы приезжаете вот именно сюда, на этот вокзал. И уже отсюда можно идти дальше пешком по старому городу, любоваться храмами, знакомиться с храмами. Вот через эти тории вы проходите на старую часть города Камакура. Она очень туристическая, кстати. Здесь очень много разнообразных магазинов. Впервые вижу эту улицу без туристов, когда можно спокойно пройти. Это очень редкое, кстати, явление. То есть вы рано-рано приедете утром. Центральная улица называется Комачи. Комачи-стрит. А это один из главных храмов в этом городе, Камакура. Город, где сохранилось 176 храмов синтоистских и буддистских. Если вы ни разу не были в Японии, будете путешествовать по Японии, Камакуру надо обязательно посетить и приехать на 2-3 дня обязательно. Вот такая красивая дорога. Мы сейчас спустимся и идем к другому храму. По дороге мы зашли в один из храмов, просто увидели наверху, на холме, красивые клены красные. Решили зайти, и территория необыкновенно хороша. 300 йен вход на территорию этого храма. Храм действующий, естественно, хотя нужно было купить билет, но это еще и место, где живут монахи, поэтому внутри говорить нельзя было, но снимать можно. Какая красота!
эти клены, а здесь с правой стороны бамбук. Какой красивый бамбук. Впереди еще один интересный храм. Вот сейчас поезд пройдет, перейдем дорогу. Этот храм называется Энгакуджи. Он был основан в 13 веке. Как многие, кстати, храмы здесь, в Камакуре. Здесь молились за души усопших солдат. Утром посмотрели 3 храма и решили пообедать в гостинице. И я купила себе в супермаркете вот эти суши. 698 йен. 4,60 стоит. 4 евро 60 сантим. Салатик. 268 йен. Это евро 60, наверное. И вот этот салатик из овощей тоже свежих. 365 йен. Это 2 евро, что ли. То есть вот такой обед. Причем очень вкусные вот эти суши в супермаркете готовят. Это выйдет на 7 евро. Во Франции таких цен нет. Пообедаем с прекрасным видом на море. Идем завтракать. К сожалению, ветер очень сильный. Нет, к счастью, сильный ветер. И поэтому Фудзи-сан видна во всей своей красе. Le petit déjeuner. Вау. Бон аппетит! На поезде доехали до остановки, которая называется Эношима. Здесь находится остров Эношима. С материка на остров можно пройти по дороге 600 метров, по-моему. И сегодня очень сильный ветер, но и шикарнейший вид на Фудзи-сан. Мы специально дойдем до острова Эношима ради красивого кадра на гору, знаменитую японскую, знаменитый вулкан Фудзи-сан. Ну вот, друзья, наконец-то я могу сказать, потому что из-за ветра что-либо сказать невозможно. Мы на острове Эношима, тут прошли буквально 600 метров с материка от Камакуры, и отсюда, как вы видели, прекрасный вид на Фудзи-сан. Тем более, что нам очень повезло сегодня с погодой. Сильный ветер, солнечный день, и Фудзи-сан перед нами во всей красе. И вот по этой старой дороге со старыми домами поднимемся к храму на холм. Кстати, остров небольшой. В Википедии говорит, что сколько там, 4 километра, по-моему. 4 километра в окружности. Старая Япония. Ой, как здорово. Очень интересно. Если кто-то из вас интересуется японскими комиксами, то есть очень знаменитый, называется One Piece, про пиратов. И вот как раз события там проходят в разных местах Японии, в том числе и здесь, на этом острове Эношима. Поднимемся сейчас на самый холм. Помыли ручки, помыли рот. И теперь в храм. При храме можно купить мамори. Мамори – это своеобразный амулет с молитвами. И они разные. То есть можно купить на общую дачу, например, вот с драконом. Это на общую дачу. Это, например, хорошее здоровье. Это зелененькое, богатство и так далее. Стоит это 800 йен, то есть это 5 евро. Если кто-то из вас поедет на этот остров Эношима, вот здесь есть ресторан с прекраснейшим видом на море и на Фудзи-сан. Это краски изумительные. Тихий океан. Опять прекрасный вид на Фудзи-сан.
Остров Эношима мне очень понравился. Замечательная прогулка, очень живописный остров. Так что будете в этих местах, советую посетить. Обедаем мы сегодня вот в этом ресторане. Теперь пообедаем. У тебя мясо, у меня с рыбкой. То же самое, но здесь есть лососик. Супчик и рис. Бон аппетит! После обеда зашли выпить чашку чая в Камакуре. Все так элегантно. Чайничек. Керамические прелести. Ты крем каталян. Платим при выходе. Вот это и есть храм Хасидера, один из самых-самых знаменитых в Камакуре и один из самых популярных среди иностранных туристов и японцев, естественно. Какая прелесть, эти карпы. Золотой и серебряный, можно сказать, карпы. Вау, какие они красавцы. И когда вы поднимаетесь на холм, вот именно на территории этого святилища Хасидера, открывается вот такой замечательный вид на пляж Камакуры города. Сейчас 3 часа, но солнце идет уже к закату. Красные клены, бамбук, очень красивый. Люблю я бамбук. Ой, краски изумительные. Следующий год змеи, так что можно купить такую статуэтку. Иероглиф Хэби, 2000 йен стоит. Если вы приедете сюда в Камакуру, в Хасидера храм, то приходите после обеда. Храм работает до 4:30 открыт. И посмотрите это сочетание красное, желтое, золотое, очень красиво. А это души маленьких детишек, которые умерли совсем крошечными младенцами. Здесь молятся за души усопших детей. Le petit bonhomme, улыбающийся. Смотрите, какой он забавный, прелесть. Такой смешной бог богатства. Самый знаменитый памятник здесь, в Камакуре, да, в Японии, это Дайбуцу, знаменитый большой Будда 13 века. Когда-то этот Будда был в храме. Один храм сгорел, второй сгорел, и третий был разрушен во время цунами в конце 16 века. И с 16 века так он и стоит под открытым небом. Третий день в Камакуре. Сегодня был прекрасный день. И, наконец, онсен. Онсен здесь минеральная вода вулканического происхождения, черного цвета. И в онсен мы наслаждались видом на закат солнца над океаном и прекрасным видом на Фудзи-сан. Завтра мы едем в Хаконе. Спасибо, что были со мной, и до новых встреч на канале о Франции и не только. Пока!